Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы рады всех приветствовать в нашей аудитории. Мы сегодня проводим такой своеобразный телемост. Участвуют несколько стран у нас, и Казахстан в первую очередь, Соединенные Штаты Америки и Индия. Мы все здесь в классе, все на связи. И поэтому мы надеемся, что вот такой международный телемост приведет к тому, что мы выстроим и автоматизируем процесс эффективного возвращения работников на рабочие места и увидим то, что нам нужно сделать в ближайшее время, чтобы наши работники оставались в безопасности. Но прежде чем начать наш вебинар, я хочу попросить вас коротко, кто вы, какую область представляете, коротко написать нам в чате. Справа у нас работает чат. Вы можете написать, пожалуйста, кто вы IT, кто вы HR, чем вы занимаетесь, почему вам эта тема стала интересна, почему вы пришли на этот вебинар. То есть тема нашего вебинара, нашей встречи – это автоматизация и выстраивание процесса эффективного возвращения работников на рабочие места. Мы этот вебинар готовили... Так, минуточку. Мы этот вебинар готовили некоторое время. И кто готовил этот вебинар? Давайте мы с вами познакомимся. Первое, конечно, организатор этого всего, и кто пригласил вас на этот вебинар, это компания SummitAI, которую возглавляет Султанат Али-Рахим. Так как мы, компания SummitAI, я представляю, моя фамилия Зазовская, зовут меня Наталья, я директор международной школы HR, вероятно, многие в этой группе меня знают, так как я веду занятия в международной школе HR, но мы вместе с компанией SummitAI являемся образовательными партнерами Общества по управлению человеческими ресурсами, а именно SHRM в Центральной Азии. Компания SHRM, международная авторитетнейшая в мире организация, которая готовит и сертифицирует специалистов в сфере управления персоналом, и мы являемся образовательными партнерами. И с нами вместе сегодня представляет продукт, который разработан на платформе компании, известной в западном мире IT-компании, которые уже используют очень широко искусственный интеллект в сфере информационных технологий. И по подсчетам, то, что мы видим, по отчетам этой компании, что решения, которые принимает эта компания, SummitAI, Artificial Intelligence, так переводится эта аббревиатура, и эти решения экономят значительно IT-бюджеты компании, видите, какая цифра показана, до 45%. Кто является клиентами этих компаний? Очень уважаемые все компании, мы это видим, и Deloitte, и Toshiba, и KPMG, видите интерес консалтинговых фирм к продуктам этой компании. Как мы построим сегодня нашу встречу? Кратко мы поговорим о модуле, это где-то будет минут 10-12. Будем говорить про модуль по обеспечению безопасности рабочего места. Называется этот модуль Summit, как знаете, это горные вершины. AI – это Artificial Intelligence, искусственный интеллект. Как вот это все обеспечивает нам безопасное рабочее место? То есть как мы с вами должны работать сегодня, чтобы работники вернулись к нам спокойно. Затем мы покажем демонстрацию этого продукта, этого модуля, и мы ответим на ваши вопросы. Демонстрация продукта займет 35-40 минут, и мы ответим на вопросы. Мы оставили это время 10-15 минут на то, чтобы вы задали все свои вопросы. Время у нас есть, поэтому будем спокойно продвигаться. Если есть какие-то пожелания по ходу организации этого вебинара, пожалуйста, пишите в чат. Но что мы хотим сегодня рассказать вам? Добро пожаловать на более безопасное рабочее место. Потому что мы должны сегодня смотреть со всех сторон на данные, именно на данные о здоровье и готовности работников. И этот вот модуль SummitAI Safe Workplace Enable помогает организации понять ситуацию и что нужно сделать, какие предпринять шаги.
И по мере возврата к нормальным условиям этот модуль, который мы будем использовать, обеспечит безопасную рабочую среду для работников. Потому что с тем вирусом, который сейчас затаился, у нас безопасность рабочего места приобретает очень серьезное значение, даже о котором мы, может быть, сейчас на сегодняшний момент не задумываемся, потому что нам нужно изменять требования в организации, соблюдение гигиены и чистоты в первую очередь. Потом нас волнует вопрос о состоянии здоровья работников, и вот это все будет в ближайшее время определять динамику будущего рабочего места. Тот модуль, который мы сегодня представляем, он позволяет перестроить так рабочие места, чтобы они были цифровизованы, чтобы быстрее произошла эта цифровая трансформация, потому что без нее невозможно сейчас обеспечение безопасности рабочего места и той среды, в которой мы работаем. То есть что включает этот модуль? Этот модуль включает инструменты на базе последних достижений в искусственном интеллекте и использует методы машинного рассуждения, аналитики, автоматизации. И он поможет вам создать более безопасную среду для ваших работников. И самое главное, успокоить ваших работников по поводу того чистоты и здоровья, которые должны соблюдаться на всех этапах пандемии и выхода из нее. То есть мы открываемся сейчас с вами очень медленно. Это происходит во всех странах. И самая главная задача – это безопасность работников. Потому что мы говорим сейчас о таких понятиях, как новая нормальность. Но если у нас была в марте месяце еще старая реальность, сейчас нас интересуют совершенно другие вещи. Как мы входим в здание, как войдем в лифт, как мы зайдем в кафетерий, как мы зайдем в это пространство. И поэтому эта новая реальность заставляет нас думать о новой нормальности. И здесь на первое место выдвигаются задачи IT-департамента, которые должны работать вместе с отделами материально-технического обеспечения, чтобы быть уверенными, что это правильное решение и технологии для обеспечения безопасности среды, где мы хотим сохранить производительный труд. Приоритеты открытия. Как устроен этот модуль? Приоритеты открытия безопасных рабочих мест у нас, я хочу узнать, вот у всех нет звука, поставьте мне, пожалуйста, крестики, потому что обычно мы так делаем, у кого нет звука, потому что я вижу здесь, поставьте, пожалуйста, в чате крестики, что звук есть звук. Спасибо большое, Герим. Тогда я буду продолжать. Приоритеты открытия безопасных рабочих мест, они состоят комплексно. Должно быть безопасное рабочее место, потому что мы должны сократить заполняемость рабочего пространства. Затем мы должны опрашивать работников, как они себя чувствуют, как они готовы работать, вернуться на рабочие места. Затем работники должны все время получать доступ к информации. Мы должны проверять температуру работников перед входом в здание силами службы безопасности. Затем у нас есть склад материально-технического снабжения. Нам нужно обеспечить всех индивидуальными средствами защиты и средствами гигиены. Затем мы должны посмотреть на состояние здоровья работников и регистрировать его. Затем у нас будет расписание санитарных мероприятий, как мы будем проводить дезинфекцию, уборку помещений. И все это позволяет сделать вот этот модуль, который разработали наши индийские коллеги и американский офис для того, чтобы обеспечить вам безопасное возвращение в рабочие места. И, конечно, мы здесь не можем обойтись без поддержки внутренних коммуникаций. Значит, мы задаем себе очень много вопросов, которые вот я немножко тут увеличу, это как мы обеспечиваем простой доступ к информации, какой наилучший путь получения обратной связи с нашими работниками, как мы регистрируем состояние здоровья. То есть эти вопросы постоянно находятся у нас в голове. Потому что если раньше у нас этих вопросов вообще не возникало, теперь нам нужно посмотреть, как нам убирать помещение, как нам лучше это планировать. То есть вот эта серия вопросов, которые здесь есть, они постоянно возникают не только в HR, но у всех наших руководителей, которые находятся под большой нагрузкой сейчас, у них очень большая ответственность за те коллективы, которые они возглавляют. Поэтому что позволяет сделать этот модуль? Он, конечно, позволяет сохранить безопасность рабочего места, перевести ручные процессы на цифровые рельсы. И когда мы это внедряем, все повторяющиеся процессы, в этом заключается основная идея. Мы автоматизируем все повторяющиеся процессы, чтобы избежать человеческих ошибок.
Затем нам нужно вовлекать работников, слушать, обеспечивать их обратную связь. Это полностью вот обеспечивает этот модуль. Затем мы можем проверять состояние, регистрировать состояние работников через все информационные панели, которые есть в руках у руководителя. И, конечно, нам нужно использовать все преимущества, то, что мы уже знаем, вот эти крупицы искусственного интеллекта, которые мы пытаемся внедрить у себя в компании, мы должны их использовать. Но что представляет из себя модуль? Модуль SummitAI, модуль обеспечения безопасного рабочего места, он сейчас у компании, которая нам это показывает, готовы 15 и чуть-чуть больше модулей или сценариев использования, лучше сказать, сценариев использования этого модуля. Какие модули вот сейчас нас волнуют? Это регистрация состояния здоровья работников до начала, когда мы еще компания, мы еще сейчас не знаем, ничего не делаем, мы пришли, вот нам нужно сначала зарегистрировать, с какой точки мы с вами начали, то есть до начала внедрения этого модуля. Затем посмотреть состояние здоровья работников, проверять его на ежедневной основе. Посмотреть, насколько нам нужно, как мы можем автоматически управлять безопасностью. Затем очень важен модуль по учету контактов, когда работники выезжали, в какие регионы. Затем мы автоматизируем материально-техническое снабжение с помощью этого модуля. И, конечно, самая главная вещь, вот то, что видите на экране внизу, и вот справа здесь у меня представлено, это вот такие панели, такие информационные панели для руководителей, когда они как в момент, в единый взгляд, и все понятно, что происходит в данный момент в компании. Поэтому мы с вами... Вот так выглядит этот модуль обеспечения безопасного рабочего места. Здесь у нас участвуют работники, у нас есть оперативный штаб и служба материально-технического снабжения, у нас есть финансовый директор, руководитель подразделения. То есть что позволяет этот модуль сделать? Он позволяет вам соединить, например, если вы получили результаты опроса работников о готовности, вы сразу можете, как руководитель или финансовый директор, как директор службы HR, проанализировать этот отчет и принять решение относительно, что вам нужно делать, как офис организован, как транспорт организован. Самодиагностика состояния здоровья, тут же вам эта система дает результаты этой самой диагностики состояния. Но это когда мы уже пройдем с вами, когда будет показывать демо-специалист. Я хочу вам только сказать о том, что есть преимущество использования этого модуля для HR, в первую очередь, потому что мы выстраиваем процесс автоматизации ручных задач, для того, чтобы люди возвращались, потому что если мы будем это делать все вручную, нам это будет очень сложно и потребует очень много времени. Потому что мы здесь, как HR, мы будем проектировать, можем сами проектировать опросы и проверять готовность, желание работников вернуться на свои рабочие места. И тогда мы можем принимать решения, смотрим как специалисты, как HR-специалисты, мы смотрим на эту общую панель и учет ведем, как люди возвращаются на рабочие места. Что касается руководителей подразделения, администраторов, здесь у нас очень быстро менеджеры по техническому обслуживанию могут конфигурировать чистые рабочие места с учетом социальной дистанции. Если мы посмотрим на приложение этого модуля посредством индивидуальной защиты, мы посмотрим и будем наблюдать за потребностями физической безопасности рабочих мест, где эти маски, где эти все индивидуальные средства защиты в каждом подразделении, в отдельном помещении. Как мы ежедневно вот эту информацию будем обновлять, и это все делает этот модуль. И это уже не сделаешь с помощью Excel-таблиц. Это должен быть модуль, который позволяет это делать быстро и в реальном времени. И мы получаем как бы такой единый снимок, что происходит в нашей компании. Но и преимущество для директора службы информационных технологий, других руководителей. Здесь, конечно, это будет большой шаг, такой широкий шаг цифровой трансформации для всех функционалов. То есть тот, кто сейчас занимается трансформацией, цифровой трансформацией, это очень хороший такой, знаете, как вот несчастье помогло, мы можем очень быстро продвинуться в этом направлении, потому что здесь картина такая, и когда мы занимаемся с самого начала, мы должны эту команду IT свою поддерживать и помогать всем, чтобы они помогали нашим работникам. Мы должны быстро переключиться на режим удаленной работы, и с окончанием периода карантина это поможет директору по информационным технологиям обеспечить и осуществить цифровую трансформацию. Ну что же, теперь я хочу представить нашего уважаемого коллегу из Индии,
Мадура. Это он, видите, кто он? Senior Solution Consultant Symphony SummitAI. И мы сейчас перейдем к демонстрации этого продукта. Мадур будет говорить на английском языке. Тот, кто знает английский язык, пожалуйста, слушайте внимательно. Я буду переводить, то есть устроим это так, что будет небольшая вводная часть, и мы начнем. Мадур покажет эту, допустим, первую часть, и мы обсудим это, как это выглядит и что мы должны из этого вынести. То есть, пожалуйста, сейчас я передам права Мадуру. Так, а где же он у меня? Центр. Мадур, добрый вечер, добрый день. Так, Мадур. Да, добрый вечер. Hello. Уважаемые коллеги, мы начнем с одного из фрагментов, одной из частей этого модуля, как опрос по готовности работников к тому, что происходит. Потому что каждый работник имеет выбор. Он должен решить, что он будет делать. Он останется работать в офисе, он будет приезжать каждый день, или он будет работать из дома. Как вы знаете, сейчас у нас 80% работников в среднем находятся все на домашних рабочих местах, как мы это называем, удаленной работы. Как происходит этот опрос по готовности работников? То есть работники заполняют форму опроса, очень простую, отвечают на вопросы и выражают свои сомнения. Поэтому у них может быть обеспокоенность тем, что у них происходит. Они отвечают на эти вопросы, и потом по результатам этого опроса формируется для руководителя отчет, как выглядит компания сейчас с этой стороны, кто готов, кто не готов, у кого есть какие-то сомнения. Но здесь есть одна особенность, так как мы уже это сделаем все в системе, если те, кто не прошел этот опрос, это не очень хорошо, поэтому мы постоянно, система определяет этих людей и отправляет им автоматически напоминание, что, уважаемые коллеги, пожалуйста, пройдите опрос. Все, Мадур, пожалуйста, покажите нам Employee Readiness Survey. Sure, Natalia, let me share my screen. Да, все хорошо. Good. Yeah, we can see it. Okay, thanks. So, hi everyone. I will start with we'll showcase about all the use cases that Natalia has spoken about, and we'll start with the employee readiness survey. So, this is the screen, which is basically the self-service portal for all the employees, the end users who are going to access the application. And this is totally configurable in nature, where I can do a theme-based configurations for this particular view by putting in my own image, the color codings, and the theme-based configurations, which will be applicable as per the company's requirement. Okay. Now here we have given an option for employee readiness survey, wherein when the employee we are planning to reopen the office, it is necessary for the companies to take a survey and check the employee readiness, how they are ready to come to office, and what is their current mindset, how's their morale and readiness if you reopen the office. So when I go for a survey, there will be a questionnaire which will be populated for the customer, for the employees, and they are going to answer all the respective questions which have been configured. Now, all the questions that you see on the screen, this is totally configurable in nature, and we can define what type of questions we would want to define in our company as a policy, and collect those opinions, concerns from the employees, and based on all the responses that we are getting from the respective employees, a ready-made report will be available for the respective functional leaders to have an access to. So this is the survey information, the surveys which are getting conducted for the employees who are probably there from different remote locations and working from home, how they can differently, how they can start this particular reopen the office. And here they can quickly see that how many employees have taken the survey,
and how many employees have not taken the survey, and probably out of the ones who have taken the survey, how many are willing to come to office or not willing to come to office, or probably there are some employees who are located in some highly infected zones or areas where we have some concerns. And also seeing, if I scroll down, I will have some more reports with respect to some. А что, зачем Альмира? А там не будет Альмира подписывать, потом же будет по Америке подписывать. Так, уважаемые коллеги. Hello? Да-да. Yeah, Natalia, can I proceed? Yes, You want to add something? No, it's okay, it's okay. Just, please continue. Okay. So here we are seeing the trending report for the employees who have taken the survey, and we can see that date-wise how many employees have been taking surveys, and probably have a quick look on location-wise that how many, if we have different branches in the offices in different regions, then region-wise we will know that how many people or employees have taken the survey or not taken the survey, and without any manual follow-ups and avoid that, we can do automated alert mechanisms can be enabled. So for the people, the employees who have not taken the surveys, we can probably send them automated alerts, notifications, or reminder communications. So they are participating in this particular survey. So the more data we have, the better clarity as a functional leader the organization's people will have to know what would be the next appropriate actions that can be taken while we plan to reopen the office as a safe workplace for all the employees. Natalia, you want to add something? Okay, so, уважаемые коллеги, пожалуйста, не волнуйтесь. Значит, перевести это все слово в слово я, к сожалению, не имею возможности. Я вам поясню, что вы получаете после того, как вы... Я буду пояснять те слайды, которые показывает Мадур. После того, как наши работники все ответили на вопросы, там вы видели этот опросник, он очень простой. Хотите ли вы работать из офиса, есть ли у вас кто-то дома. То есть вы получаете некоторые цифры. Это получает HR и получают руководители. Например, это те работники, которые прошли этот опрос, из тех, которые прошли опрос, вы видите цифру на второй строчке 675, 375 из них хотят вернуться в офис, а некоторые, которые 300 человек из 675, они не хотят возвращаться в офис. Самое главное, здесь мы видим, что те работники, 28 работников с 675, они находятся в той зоне, которая имеет высокий риск заражения. И вот так вы получаете эти цифры. После того, как вы видите эту вот такую раскладку по этому всему, вы можете уже как руководитель принимать решение, что вам нужно делать дальше. И такая картина у нас будет обновляться постоянно, и что мы получаем от этого? Первое, что какое преимущество мы получаем? У нас есть легкая доступность к сбору мнений работника, что они думают, потому что это постоянно меняется. Потом работники очень легко справляются с этими опросами, так как система предусматривает многоканальные линии связи, потому что не нужно дождаться этой линии связи, мгновенно это все соединяется в единое мнение. И этот отчет очень легко, есть доступность, и вот эта сводная панель как раз позволяет руководителю принимать решения. И мы можем автоматически направлять работнику напоминания, если они этот опрос не прошли. То есть вот, например, здесь вы видите вот середина цифры, это количество работников, которым нужно обеспечить транспорт, потому что они 675, 295 хотят, или они нет, наоборот, извините, они имеют свой собственный транспорт, то есть они могут добраться до офиса. И поэтому вот такая таблица, такая схема, вот эта такая раскладка, как бы я сказала, она очень хорошая. Теперь мы давайте перейдем к следующему нашему тесту, к следующему примеру. Этот пример касается самодиагностики работника, и это называется, эта часть в этом продукте Self-Diagnosis Test. То есть мы можем проводить этот тест раз в неделю, и это очень простой тест, который позволяет ответить работнику «да» или «нет». Работнику не нужно объяснять, почему он так думает. И через эти ответы мы определяем работников, которые являются работниками с низким или высоким риском, и мы сразу можем проинформировать риском заболеваемости, и мы сразу информируем
штаб, есть такой у нас штаб по работе в чрезвычайных экстренных ситуациях. И если есть работники с высокой степенью риска, мы, соответственно, сразу перенаправляем автоматически эту всю информацию в этот штаб, и штаб уже оказывает соответствующую поддержку для того, чтобы отправить работников домой и изолировать его из рабочего пространства. На этом этапе нам помогают несколько инструментов, которые встроены в эту программу. Это есть такой чат-бот, который основан на искусственном интеллекте, который называется Cindy. Переводится это как Conversational Interface and Decision Engine. И это очень такой инструмент, который позволяет отвечать на вопросы работников. Например, он отвечает на такие вопросы, как гигиена в офисе, советы по здоровому образу жизни, забота о детях. И параллельно, дополнительно к этому инструменту Cindy у нас как бы прицеплена база знаний работников о том, что они должны знать о COVID-19. Поэтому, пожалуйста, Мадур, may I ask you to tell us about self-diagnosis test, about the Cindy, and about AI database? Sure, Natalia. I'll continue with the demonstration on that particular self-diagnosis test and how we can leverage Cindy, which is the AI-driven digital agent from SummitAI that can be used for all the interactions. So if you see in the on the same self-service portal, we have given an icon for Cindy, and Cindy is a digital agent which is driven on by AI technologies. And here we can interact with Cindy, and she is going to respond with all the respective responses that has to be given to the queries and the FAQs which are raised by the respective employees. Now, using the same Cindy capability, we can even incorporate some self-diagnosis test, which is basically a self-assessment test. So what happens is all the employees, they want to have certain mechanisms to do a self-assessment and know how's their health status here. So for the demo purpose, I have already done one interaction with Cindy, wherein I started with this case that, hey Cindy, I would want to take this self-assessment test for this in the COVID situation, and she started putting across all different set of questions as per what we have configured in the system, which, by the way, can be configured as per the requirement. This is as per the local authorities. We can reconfigure it as per the need of the companies. And here we can put across all different set of questions that Cindy is going to ask from the employees. That, are you experiencing any dry cough? Do you get chills due to cold? Or do you feel any sore throat? Or how about some body aches or headaches? Any difficulty in breathing? So basically, all different health related questionnaires are going to be put up in front of the employee, and they're going to respond in a yes or no format. And then, have you traveled recently in past 14 days, and have you come in contact directly with any other positive person in your contact? So when I respond to all these questionnaires that have been put across, she's going to send out the results in form of an email notification to the employee who has taken the survey, this particular test on self-assessment. And at the same time, we can even configure that mail communication to be triggered to the respective HRs or the functional, the reporting managers who should be informed about the respective health conditions within the organization. And when we are leveraging the same, when we are capturing all these informations and it is sending out the respective results to the respective employees, the same thing will be available in form of a report, which can be viewed by the respective functional leaders again to have a quick view on how's the overall result with respect to this assessment test that has been taken by the employees. And we can know that within this, how many people have taken out of total employees in the organization, how many have taken this self-assessment test or self-diagnosis test, how many are safe, how many are in medium risk,
and probably some employees who are at high risk because of the health conditions they are in right now. And if I quickly want to review who are these 10 employees, I can click on that and I get the list of those 10 employees with the respective contact details and reporting manager as per the details, as per the report we want to configure. This can be seen. And if I come back to the same dashboard, I will know overall how's the response breakdown and the risk level in my organizations for the people who have taken the test versus not taken this particular test. And as per the results that we are getting, how many, what is the risk level overall in my organization, that how many employees in total are falling under safe category, medium, or a high risk employees. Now, if I come down in the same dashboard, it's a unified dashboard having multiple reports in this, so I don't have to really navigate into different reports. It's a single unified view for all different aspects covering. And I can see from the location standpoint also, this will be useful and helpful for the facilities teams as well. So they are prepared well in advance, analyzing these report data that we get. And we will know that what are the top 10 locations or the regions where the people have taken this test or not taken this assessment test, and the location probably where we have a number of medium and high risk employees, and probably some response breakdown with respect to the symptoms that they may be experiencing, and the trending report of the employees who are at risk versus the employees who have taken this test. So this is the entire report, which will be available very handy, and a quick real-time report available basis the tests that the employees are taking. Okay. Now I'll come back to this report, but before when we were discussing all these use cases and we are leveraging the capabilities of Cindy, the digital agent, not only the assessments as I spoke earlier, we can also interact with her with respect to different FAQs that I may be having, that I probably want to know what all hygiene steps are being taken in the office, and she's going to tell us what all steps the company is taking, or probably some generic FAQs with respect to what are the tips for healthy life. So this is all part of our training and the configurations of how we want Cindy to behave and respond to various FAQs which we want to be enabled and employees should be aware of. So this is the thing. Natalia, you want to add something on the report part? Yeah, thank you. Уважаемые коллеги, значит, здесь мы с вами посмотрели на такой тест по самодиагностике. Но первый тест довольно простой. Самое главное, что его работник может, как рекомендуется, а система рекомендует проводить этот тест раз в неделю. Не обязательно его проводить каждый день. Но вот это... То, что мы ведем беседы вот с этим ботом, с этой Синди, это можно делать круглосуточно. В этом это главное преимущество, потому что те работники, которые, например, им ночью стало что-то такое у них нехорошо, как что-то случилось, они не знают, что им делать. От того, чтобы у них не было такой прострации, они сразу обращаются, например, у меня поднялась температура, что мне делать? И тут же этот бот отвечает, что делать, какие шаги последовательно выполнять. Здесь вот Мадур показал, какие вопросы возникают у участников, у работников, и как отвечает Синди. Например, если она не знает, работница не знает, как пройти тест, этот self-assessment тест, ей дадут рекомендации. Как соблюдать правила гигиены, ей тут же дают рекомендации. Но самое главное, этих вопросов бесконечное количество. Они все здесь зашиты, все эти вопросы. В этом и заключается этот искусственный интеллект, что мы ищем ответы на те вопросы, которые, может быть, они лежат у нас не на поверхности. Поэтому что мы здесь получаем? Плюсы, которые мы получаем, что мы получаем общую картину. И вот если, Мадур, may I ask you to scroll down a little bit? Вы можете, a little bit more. This is the last report. No, may I ask you to scroll up?
Окей, thank you. То есть вот вы видите, что здесь происходит. Здесь вот мы, например, этот тест прошли 1100 человек. И мы видим, или у нас всего 1100 человек, а этот тест прошли 770 человек. Мы оцениваем по тем результатам, которые дали ответы наши сотрудники, что 710 человек из 1100 находятся у нас в безопасном пространстве. Те, которые у нас есть, люди, которые под средним уровнем риска, мы их также видим на этой таблице. И здесь у нас есть такая разбивка. Каждый раз, когда мы видим тех людей, вот этих 50 человек или 10 работников, которые очень высокая степень риска определила наша система, мы сразу прокручиваем и показываем, кто это пофамильно, с номерами, видим всех наших работников. Поэтому работодатель получает общую картину статуса работника, степени высокой и средней степени риска, и потом мы определяем тех работников, которые с высокой степенью риска, и для них уже определяем, что с ними делать и как работать с ними. И технически эти службы уже смотрят на то, что где эти места, как проводить санитарную гигиену, то есть что делать нужно, чтобы быстренько вот эту ситуацию привести в состояние нормальное. Теперь мы перейдем к следующему разделу этого модуля. Это самопроверка в офисе. Это проходит каждый день. То есть работник проверяет свое состояние здоровья ежедневно. Он отвечает на простые вопросы, как он добирался до своей работы, какие у него симптомы есть сейчас, как расположено его жилье относительно, в каком регионе оно расположено, с какой степенью опасности. И это должна быть обязательная проверка каждого. Потому что мы потом по этим результатам определяем степень риска, автоматический уровень риска. Их тут подразделяются как зеленый, красный, желтый уровни риска. И на основании уже этих уровней риска служба безопасности решает, что разрешить этому работнику входить в административное здание или отклонить его вход в административное здание. Madhur, may I ask you to tell us about self-check in an office? Sure, Natalia. Okay, so in the self-check-in process, basically in the new normal situation that we are all in, and the companies have to reopen the offices after the lockdown restrictions are easing out. So basically in this new normal, it will be a new mandate check wherein the employees who are willing to come to office and they are planned to come to office as per the work they are assigned to, they will have to follow a self-check-in process where quickly they can keep a track on any changes in the symptoms or the health conditions have come in last 24 hours. So for that particular case, we have created a use case and a form for self-check-in process, wherein the employees probably every day before coming to office, they can take a self check-in, wherein they will have to declare about the recent experiences and the changes in their health conditions and the symptoms, where we will have to put up some questionnaires like, in last 24 hours, have you experienced any of the below symptoms? And these symptoms, it's all basically a configuration where I can define single or multiple selections for the respective symptoms that he or she might be experiencing. And basis that, they will also communicate if they are located from any of the highly infected areas, and what is probably the mode of transportation. Are they coming by walk, or they're using their own vehicle or some public transport that they'll be using? And have they come in contact with any other positive person recently in last 24 hours? And are they taking all the necessary precautions and following the guidelines as per the documentations, the guidelines that we are all publishing for the employees to follow? And then following with that, there will be some mandate checklists where they are doing a declaration for the responses they are giving on the questionnaires above. And quickly, it will tell the user, the employee, what is your current risk level on the health. So this is basically a health indicator, which will clearly give a complete indications to the respective employees that what is your current health conditions, what is your health indicator today. And basis all the responses we are capturing above, that probably I'm not experiencing anything, and I'm not probably coming with my own vehicle,
and I'm not in touch with any other positive person, dynamically it will also change and show the risk level to green. And this health indicators, the color-coded indicators that we will be getting with respect to red, green, and amber, we can showcase these risk levels to the probably the security guard at the premises, office premises, and basis of the health indicators, the green ones will be allowed to enter the premises. However, for the red ones, it will be denied, and they will not be allowed to come to office, to make sure that we are keeping a safer workplace for everyone. And even it's going to help give a morale boost and confidence to the employees that the necessary steps are there, that only the people who are not facing any symptoms or they are perfectly fine, they're feeling fine, are allowed to come to office. So this basically contributes to a safer workplace that we intend to create for the entire organization and the employees who are working in that particular organization. And basis these assessment, this particular self check-in, the entire health. We can do a mandate regular health checkups for the employees on a day-to-day basis, which will be important in this current situation. Yeah, Natalia, you want to add something on this case? Yes, thank you. Как вы видите, уважаемые коллеги, здесь работник сам рассказывает, что у него происходит. То есть есть меню, из которого работник выбирает, что он, какие у него были ли его контакты с положительно тестированным человеком, какие у него последние 24 часа были сложности со здоровьем. Если у него ничего этого не было, он просто сразу попадает в зону или в группу таких работников, которые находятся в этой зеленой зоне, у которых нет риска. То есть что здесь важно? Что мы проверяем состояние здоровья работника на ежедневной основе. Это важно. И руководители, и штаб наш, который есть по чрезвычайным ситуациям, он получает ответ в реальном времени о состоянии здоровья работников. И здесь строго мы наблюдаем, потому что это очень важно, когда люди знают, что вы наблюдаете за этой ситуацией, и вы в курсе, и вы даете все время информацию. У людей, они хорошо себя чувствуют, у них комфортное состояние, даже в таких сложных условиях пандемии. То есть это поднимает моральный дух работника, и об этом нам тоже нужно заботиться. Но и следующий пример, который мы приведем, это доклад о положительных случаях. То есть, допустим, у вас в компании есть положительный случай, инфицированный больной существует. То есть что? Первое, конечно, работник сам. Здесь уже нужно так ответственность работника поставить, что он сам должен сообщить, что у него есть какой-то дискомфорт. Или доложить это, рассказать это кому-то из своих коллег о том, что что-то происходит. Работник сообщает вообще, посещал ли он офис. Это для нас сейчас на рабочем месте самое главное. Он должен сообщить нам, посещал ли он офис и когда, какого числа он посещал офис. То есть мы должны посмотреть, насколько у него были контакты с теми людьми, которые остались в офисе. И если он посещал офис, то автоматически это через систему сообщается штабу и дается задание на санитарную обработку помещения. То есть здесь все это завязано в этом модуле, и это очень получается оперативно и очень четко. Madhur, may I ask you to tell us about report of positive cases? Sure, Natalia. So hi everyone. So basically, in this report, positive cases. So what really happens is that when we, even after following all the different processes that we are planning to roll out and making and the complete restrictions on who enters the office premises, but there could be certain scenarios wherein we have to report a positive case for COVID-19. And it becomes very important for the organizations to have a process and a system in place to capture the entire situation and control that particular chaos that may be there within the organizations, and have a complete information tracked against it. So in this particular COVID report case, what we have done is we are we will be capturing the respective informations with respect to that case history of the case details, where we will know that who is has been tested positive. Is it the report that I'm doing on behalf of a colleague, or I'm doing it for myself? And if in case it's a colleague, I can just mention the respective
name which will come from the user masters, or I can go with the myself if I'm doing it for myself. And the next very important case, the step that comes into this entire situation is whether that person has visited the office recently. So in case the person has visited the office, then it will be important for the respective facilities team and the other functions team to do the respective appropriate actions within the office premises, which we will discuss. And in case they have not visited, then probably just for the report and the analysis, we will want to know how many employees have reported positive. Now, in case the user, the employee has visited the office recently, then we will be wanting to know that which particular office location that person has visited recently. And there could be a list of different locations as per the locations of the organizations, which will be listed down there. I will select the respective location and the date and time when was the last time I visited the office. Now, after capturing the case details here, the next important two aspects that we are capturing in this particular use case is contact tracing, because it becomes really critical for the organizations to know and trace the contacts with whom the person may have come in contact when he or she was there in the office. And here we are doing two types of contact tracings. One is with the respective of primary contacts with whom the patient may have come in contact when he was there in office. And I can add one or multiple people in this particular list, and I can keep on adding by clicking on add contact. So probably for these set of people, I will send out a separate high alert notifications to them, and they will be informed about probably we'll ask them to do a self quarantine and keep a constant check on their health conditions and the symptoms that may or may not change in coming couple of days or weeks, right? And then the second aspect is with respect to contact tracing 2, wherein we are talking about has the patient visited any of the conference rooms in the office when they were there in the office, and have they visited any executive office, and if in case they have visited any of the common areas like pantries or cafeteria area. So with respect to the details that we are capturing here, the importance here is that the respective facilities team, they will have to perform some disinfection services and sanitize those areas in the offices. So to make sure that we are capturing the right informations from all the aspects, from the probably a contact person, the primary contacts, or probably the areas in which the positive person has visited within the office, and send out the high alert notifications to the respective HR teams or the ERT teams of those respective locations where this incident has happened. Now, once we are capturing this information, automatically we will be able to automate a process wherein a work order is getting created with the registered vendor who has to do the sanitization work under the guidance of the facilities team members team who is handling the entire sanitization job. And against this entire process, again, there will be a report, a unified report, which will be available for the respective functional leaders to quickly keep a track and know what is happening in their organizations with respect to this particular thing. So it's because it's a well-defined process and a channel to handle all the positive cases within some defined protocols on how to handle this entire control and handle and control this entire situation and control the panic with the employees. And here in the report, I can quickly see that how many number of employees have been reported positive. And out of those positive cases, how many have visited the office recently? And probably since we're talking about automatic creation of work orders and the jobs for sanitizations, so how many such jobs have been created or are going on in those infected locations or the office regions? And if I come down in the same report, I will know infected employees report by each location. And the bar is representing the employees who have tested positive versus who have visited the office. And overall, location wise, I want to know how many have tested positive and probably have a quick glimpse on
how many total employee strength we have in those infected regions and the locations of our office branch. So I can take some calls, so probably to keep it, inform everyone to be working from home, or give such options and take necessary steps, analyzing the data that we are getting here. Right, and at the same time, the jobs which are getting created automatically with respect to sanitization work, I would also want to keep a track on the progress of those jobs. Like we see as a sample ones, that for these respective 3 locations, which are infected locations, which team is in charge, who's handling and owning that particular job, and what is the current status, whether that job has been completed, is it in pending, or probably it's in progress and going on, and when was that that job was created. So this basically gives a single report, which is giving a quick review pointers to the respective functional leaders, and they can take the necessary informed decisions basis the report data that we get here. So, Natalia, you wish to add something here? Yeah, thank you. Как вы видите здесь, уважаемые коллеги, здесь мы видим информацию всю о наших тех положительных случаях, когда у нас наши работники имеют положительный тест. Что здесь? Мы это разбиваем, мы можем это определить по тем местам расположения компании. Это особенно важно для тех компаний, которые имеют такую разветвленную структуру и работают в разных городах и в разных офисах, может быть, в одном городе. Поэтому здесь мы проверяем. Вот видите, таких людей здесь оказывается в первой строке 14 человек. И недавно этот офис наш посетили, из этих 14 человек посетило 8 человек. То есть нам нужно сразу вот связывать этот наш модуль с тем, что мы будем делать по дезинфекции помещений. То есть это нам дает такие плюсы, что у нас есть отработанный протокол по этим нашим всем положительным кейсам. И здесь мы уже делаем это для того, чтобы этот протокол, чтобы нам избежать хаоса, паники, который может возникнуть у наших оставшихся работников. И поэтому этот механизм, который позволяет, этот модуль позволяет сделать этот механизм централизованным, нам уже... Это позволяет направлять всех людей и силы именно в те места, где они сейчас нам нужны. И мы автоматически, эта система выдает заказы, наряды на те работы, которые нужно провести по санитарной обработке помещений и дезинфекции. И вся эта информация в реальном времени обновляется. И обычно в компании есть и бегущая строка по этому поводу, есть рекламные такие, знаете, не рекламные, а такие афиши. Реклама это нельзя назвать, это афиши, бюллетени больше это нужно назвать о том, в каком состоянии сейчас находится все в нашей компании. Ну что же, мы еще будем двигаться дальше. То есть сейчас мы поговорим о том, как эта система позволяет нам оценить и посмотреть на путешествия и командировки наших работников, потому что работник должен в этой ситуации докладывать о всех локальных и международных своих перемещениях. И здесь в этой системе задаются вопросы работников, куда он ездил, через какую область он проезжал, насколько это опасно, то есть в каком районе он был, были ли у него симптомы, когда он посещал офис после того, как он вернулся из этих командировок. Здесь уже мы подключаем к работе наш штаб, смотрим, были ли эти работники, которые у нас уезжали в красной зоне, и направляется тогда обязательно, работник направляется на карантин, если он выезжал в другие страны, и даже если он не имеет симптомов, эта система направляет его на карантин. И штаб наш выполняет все то, что нужно по санитарной обработке, если работники с положительными случаями появляются в офисе. И опять-таки формируются доклады о поездках. И еще здесь же в этом же как бы присоединить к этому модулю можно еще и срочную помощь, когда работник, когда он вот съездил куда-то, что-то у него плохо, он чувствует себя плохо, он сразу сообщает о том, что с ним произошло, и о своих срочных потребностях. Может быть, ему нужно
помощь оказать медицинскую, может быть, ему нужно выделить транспорт, чтобы он доехал до своего дома, может быть, ему нужно средства защиты. То есть здесь мы уже ведем, нас соединяем это все и с финансовой составляющей. То есть мы, руководитель подразделения, он ведет учет и затрат уже на то, что мы тратим, вот, когда мы создаем комфортные условия нашим работникам. Поэтому, Мадур, пожалуйста, please report travel history and immediate assistance. Please tell us about this. Sure. All right. So when we talk about the travel history, so we're talking about the use cases when we actually have started, the operations, day-to-day operations, and people have started traveling to different locations for their, official work or probably some personal work. Now, when we are the people have started traveling, it becomes important for the organizations as well to keep a track on the travel history, especially for the official trips that they're doing, and keep a track on if they have traveled outside the country, and then are they doing the proper self-quarantine and following the processes, and if there are any changes with respect to that. So when we are reporting any travel history here, we have created a catalog form there for wherein we will capture the information if you have traveled outside the country. In case yes, then we will have to define that if you have traveled or transited to any of the countries which are under red alert zones, and if yes, if I have done a transition from those such countries, I will have to declare that here. And if you have done the self quarantine after you return back from the travel, and if in case you have visited within the country, then what are the details for that? And after your entire travel history that we are capturing with respect to different visits that you have made in last couple of days or a week, then if you're exhibiting any of the following symptoms post travel, and when was the travel done, that date details, and any other places that you may want to add with respect to the different places that you may have visited, just to keep a track on different places that you may have visited. And if you have, after doing that, if you have recently visited the office after your outside travels, right? And if in case yes, then when was the last time when you last visited the office? Now, when we are capturing all these informations here, basically we are talking about a different reporting which will be handy and will be available for the respective managers to review and know that how many employees have reported travel history, and out of that, how many there are a number of employees who may have transited to any of the red alert countries that are as per the government or the local authorities. And out of that, how many total number of employees are there who have done their self-quarantined, or probably the ones who have the travel history and also visited the office recently. Following that, there will be some other reports where we will talk about how many number of self-quarantined employees are there by each location if I have different branches across the globe. And out of that, how many such employees are there who have who are exhibiting any symptoms as per the responses that we have captured from that particular form, and have a quick glimpse on the office locations where we have the people, employees with the travel history and who have visited the office, and probably another graphical report with respect to office locations of the employees with the travel history, along with the tabular report that we see here. Now, during this entire process of capturing these informations and having a quick glimpse on the travel histories, there could be certain scenarios wherein the employees, they need certain immediate assistance or the help as a service that as an organization, I'm willing to expand to my employees, which can be different for each of the organizations. But as a sample, there could be something wherein in case they are experiencing any symptom or some changes in their health conditions, basis that we want to understand if currently they are there in the office and what kind of assistance do they need. And the services that we see in the drop down details here, these are basically the kind of assistance and the services that as an organization you want to publish for the employees. So basis
all the things that probably I need some immediate, travel arrangements done and I need a cab to travel back home, or I need some essential supplies or some medical assistance. So accordingly, I can probably create some automated work orders in the system, so no one has to do a manual jobs after someone is requesting help as an immediate assistance. We can provide them and give them all the possible help that as an employer we want to give them to all our employees. So we can arrange some transport arrangements and quickly keep a checklist in that to make sure the transport team is also following the respective guidelines with respect to sanitizing the cabs before they are sent out for the employees to pick and drop. And probably with respect to medical assistance, if someone is in office and they need some immediate assistance around that, we can probably arrange some on-call doctor appointments and schedule some teleconsulting for the respective employees as per the tie-ups we may have with the nearby doctors or the hospitals or the healthcare institutes, right? So this basically gives a better, environment and a better control on how we can handle different cases, how as an organization we can keep a track on the travel histories, and at the same time, wherever needed, if employees they need our support, we can provide them with the immediate help in respective services that we want to expand to those employees. So Natalia, you wish to add something here? Thank you to show me this, the dashboard, the previous for report travel history. Thank you. Уважаемые коллеги, как вы видите, здесь есть полная информация о том, как путешествовали наши работники. И вот мы видим, например, что у нас есть работники, 112 человек, которые посещали зону, которая обозначена как красная зона. То есть мы выделяем этих работников, и если у работников есть симптомы или что-то они такое чувствуют, мы их помещаем на карантин, и таких у нас 48 человек. То есть что это такое нам дает? У нас есть плюсы, что когда мы как HR и как руководители подразделений, мы все ведем, вот этот полный учет поездок, чтобы нам вот эти действия, ранние предупреждения, что нам делать, и сделать наш офис более безопасным, чтобы работники, которые уже посещали эти красные зоны, чтобы они остались у нас на карантине. И здесь мы определяем этих работников, назначаем обязательный карантин. И, конечно, здесь, если такие работники уже побывали в нашем офисе, которые вернулись, у них симптомы, нам тут же нужно подключать технические службы, чтобы они обрабатывали наши помещения. И, конечно, для работника то, что мы делаем в этой системе, он получает очень большую помощь, потому что он может получить транспорт, если ему нужно поехать домой. А руководители подразделений, вот когда вы видите все эти картинки, все видите эти гистограммы, мы сразу видим, что делать как руководители подразделения, где что, в какой локации, где у нас что-то происходит, и как эти работники перемещались. То есть это очень такой надежный и хороший инструмент, который вы можете также использовать в рамках этой системы. Но теперь мы перейдем к такой части, которая касается всех нас, это работа из дома. Как мы оформляем? То есть если мы решили работать из дома, а как мы сейчас у нас у работников есть выбор, где они могут работать, то мы должны сделать запрос на это. То есть мы как-то должны это оформить. То есть мы делаем запрос на работу из дома. То есть мы выбираем эту работу, используя различные каналы, сообщаем про это своему руководителю. И у него есть, например, мы должны сразу сообщить, что у нас необходимое для этого есть. То есть если у нас обеспечено, как у нас это обеспечено дистанционное рабочее место, что поддерживается, если у нас компьютер. Если этого компьютера нет, мы должны сообщить про это службе IT и службе какие службы у вас есть, которые управляют имуществом, как мы доставим этот компьютер работнику, чтобы обеспечить рабочего места. И потом, как его получили, этот компьютер, и все, мы упаковали нашего работника и сделали ему безопасное, надежное, удаленное рабочее место. Мы свою работу выполнили, и у нас генерируется для руководителя доклад по работе из дома, по подразделениям, какое имущество передано, какие финансы на это затрачены. Поэтому, Мадур, пожалуйста, please tell us about work from home request. Sure, Natalia, thanks.
So we are in the work from home requests. Basically, in the current situation, we understand that many of the employees, probably because of certain reasons, they may not be able to immediately start working, coming to office and start work from there. And they would definitely request and for to be able to work from home. Now, as an organization, it is necessary for the organizations to provide and in certain times give all the necessary support with respect to work from home requests coming in, and encourage them to be to be able to do their respective assigned jobs and to be able to do their work from while they're working from home for the company. And in order to know and follow this entire process in a smoother manner, we can define that how different requests can come in and what all probably the services that we may be wanting to expand to the respective employees. And basis that, this form can be configured as per the requirement of the organizations, where they can add few more line items which are relevant to their organizations. And we can know that as a user and as an employee, when I request, I can fill in the information that when I'm willing to commence working from home, that probably I can say that from next week onwards, I would want to work from home. And for how many time period you want to continue working like that, that could be, probably one of the fields there that we are capturing. Is it for a month or a day or a week? So depending on the requirements, we can configure the drop down here and decide on what all requests are coming in and what all informations you want to capture in that particular request. Now, at the same time, we will also want to understand, though the user or the employee is wanting to commence their work from home, whether they have all the required resources that they may be needing while they're working from home for the organization, which could be in terms of some laptops, some that they may be needing, or some probably data cards, some VPN connected software, so they are easily connected to office infra, and allocate all the respective necessary assets that they may be needing. It could be a hardware or a software asset that they may be needing in order to conduct their respective jobs. And all these things, we can also incorporate some approval mechanisms. So if someone is requesting for work from home, immediately, instead of fulfilling that request immediately, we can probably incorporate some approvals from the respective reporting managers or the line managers who has to give their approvals, post which we can give this particular, we can fulfill the request, and probably also keep a track on different allocations and automatically create the work orders for the IT team. And so they can handle all the allocation processes of the assets to the employee. And once done, they can close the respective work orders against that allocation that they are doing for the assets, and keeping the system ready with all the necessary software that they may be needing while they are working from home. So this basically gives the operations team a good insight on how they can optimize the facility cost by only allowing which employee should work from office and which one should can continue from office, and then manage the entire things in an easy manner and easy traceable manner. And HR team will also have the full visibility over here by opting the necessary people for work from home, so they can manage the resources in the office premises. Yeah, Natalia, you wish to add something? Thank you. Что здесь мы можем отметить в качестве плюсов, что эта система позволяет нам сделать? Самое главное, нам нужно обеспечить рабочие места на дому тем, чтобы они были все подготовлены. И поэтому нам нужно здесь распределить, есть службы, которые занимаются распределением имущества, чтобы менеджеры давали соответствующие указания, какое имущество кому когда нужно передать и под какие документы. И, конечно, в этот момент HR, у нас самое главное здесь его роль, что он имеет полную картину вот этого выбора работников, что работник решил, сколько времени, будет он работать месяц из дома, будет работать на 1 неделю. То есть мы здесь уже не вручную все это делаем, а делаем с помощью этого модуля
И, конечно, группа эксплуатации, которая у нас все это организовывает, она видит, сколько кому чего нужно, в какой момент времени, и смотрит на те затраты, которые потребуется передать, чтобы передать этот доклад руководителю отдела. Ну и завершающая часть всей этой программы, всего этого модуля, мы будем говорить о том, как же еще подкрепить это все и управлять снабжением всевозможных важных вот этих критических средств, которые нам нужны. Это и работники, когда они возвращаются в офис, у них должно быть все, и маски, и должны быть санитайзеры, особенно если это производство, и если ваше предприятие связано с тем, что вы оказываете медицинские услуги. Потому что если у нас будет вот все на бумажках и все на листочках, и вот этот хаос во всех этих требованиях, он не будет в единой системе, он не будет управляемым. Поэтому мы здесь уже с помощью вот Excel-таблицы мы уже это все не можем с вами учесть. Поэтому нужно понимать, сколько средств на складе, смотреть, какие есть запросы. Надо смотреть так, чтобы не оказалось так, что на складе пусто, а у нас есть запросы. Поэтому здесь нужно автоматически уведомлять все команды, которые связаны с техническим снабжением, какие есть запросы у наших подразделений, чтобы все подразделения были обеспечены необходимым заранее. И также нам нужно с вами смотреть, как делать запросы на санитарную обработку, дезинфекцию. Здесь уже нужно связать с тем, что какие у нас были положительные случаи. Или есть, допустим, работники с положительными тестами посещали офис. Это сразу меняет ситуацию. И поэтому здесь нужно вот по этим подразделениям делать отдельные запросы на такой клининг и на дезинфекцию. Здесь помимо того, что нам нужно делать запросы на сами процессы, нам нужно, конечно, определить и исполнителей работ, и смотреть, кто они будут исполнители. И самое главное, здесь появляется другая вещь. Ведь те исполнители работ, которые будут проводить дезинфекцию вашего офиса, они должны приходить в ваш офис, и они тоже должны проходить определенную систему такого скрининга, чтобы они должны входить в отдельные, не должны смешиваться с работниками. То есть вот эта система позволяет все связать, чтобы развести вот тех людей, которые приходят как обслуживающий персонал, с вашими работниками. Поэтому здесь мы вот, завершая вот полное представление, мы говорим еще и о том, как нам нужно управлять поставщиками. И я попрошу Мадура завершить это все. Мадур, please, essential supply inventory management, cleaning and disinfection request, and the vendor guest management. Thank you. Sure, Natalia. So when we talk about the essential supplies and the management of the inventory for the essential supplies, so basically, in the new normal situation, when all the employees are coming back to office, it will be necessary for the people to keep a track on these supplies, and there could be different kind of supplies that we want to give to the respective employees that they can request. Probably some masks, some sanitizers, or some hand gloves. So all these supplies are basically kind of something which which we can add more supplies as per the requirement, and here we can decide that how much quantity we want to cap it to, that the users can request from the organization, and they're going to provide that hand sanitizers or the gloves or the masks that they may be needing. Probably someone from facilities team require it while they are initiating new jobs on the disinfectant and the services around it, right? And while we are keeping a track on all these essential supplies, we will be able to keep a quick check on the reporting part as well, wherein I can quickly see that how many inventories do we have and what is the stock that we are maintaining right now. That we'll talk about our total requests that are coming in with respect to essential supplies, and how many number of supplies have been delivered or pending for the next lot that is yet to be delivered or given to the respective requesters, and how many such requests are coming in from each different locations, offices locations, and that's a breakup of those with respect to different locations, and what is the trend and the inventory delivered in pending report in a graphical and a tabular form, which we can
quickly have a glimpse on in using this particular report. Now, at the same time, the next case that we were discussing will be on, the cleaning and disinfectant requests, wherein in the new normal, it becomes very important for the facilities team to keep periodic checks on the services as such, wherein we want to frequently do certain cleaning and disinfection jobs in the offices and do the planning accordingly, wherein there could be a request that is getting created from the facilities team manager members or some managers who want to initiate it and plan this entire jobs, where we want to know that which office location you want to do this disinfectant job, and what is the size of that particular office space basically that we are capturing in square feet. So basically these units and the locations, these are all part of the configurations, which may be different for different office locations. It's part of a configuration. And there could be some registered vendors that as an organizations we have for doing such sanitization jobs that they are doing, and how much they charge. That information we will be feeding into the system, so we can quickly track that if I'm initiating a particular sanitization job for a particular office space, how much it will be costing to the company, and at what date we intend to do this, if we are initiating it for the 1 or 2 times only. But at the same time, we can also automate the entire process, wherein I can run the scheduler in the system and define the frequency in which this should be done. So it could be, some monthly, some fortnightly, or weekly things that we are doing, but at the same time keep a track on different costs that may be involved in that particular case. So if I refer to one of the reports which is available here with respect to how many number of such work orders are there with respect to sanitization offices, and average time to sanitize, number of such open jobs and completed jobs, and probably by location time, I want to know how many requests have come to sanitize the office, and also keep a track on the costs at the same time. So as a facilities manager, I would want to quickly know that if I'm doing in this frequency of different locations of the offices, if I'm planning to run this disinfection services, how much it is going to cost for each location, and overall cost that it will be costing to the company. So I can very well plan all the things in a proper manner, which will be defined in allocated budgets to the respective teams, right? And when we talk about different new pages, that when the people have started coming to office, there could be some scenarios wherein there are some vendors or the guests who are planning to come to office for some meetings and discussions, and all the vendors we can give an option for that and plan a process around it. So we are keeping a tight appointment system there, so we can know that what type of what is the nature of work, and which vendor is willing to visit the office at what date and time, and which is the department where they want to have this meeting. Is it with IT, HR, or any other department? The respective person's name can be captured here, and what type of work you have as a vendor or a guest. Is it a casual visit or some official thing or some pantry repair work? So taking the type of meeting that they may be having, we can take some calls to allow or don't allow those respective guests to come to office, because it is necessary for the organizations to keep a restrictions on who is visiting the office or at this point in time. So that's how it becomes, very useful for the respective employees to keep track on different vendors who are visiting the office locations with clear date and time, and have a quick informations around that. And at the same time, we can keep a track on, we can quickly check and know the health status also if we want to incorporate any process with respect to that. So accordingly, the facilities teams can take and approve
that visit to of those guests and vendors to the office. Yeah, Natalia, you want to explain something from the reports part? Yeah, yeah, sure. Can you show me the? Okay, yeah. Yeah, this is for the essential supplies. Essential supplies. Thank you. Как вы видите, уважаемые коллеги, здесь мы видим, сколько у нас непосредственно запросов поступило на то, чтобы нам нужно обеспечить всем необходимым наши офисы. И мы смотрим, что у нас было 349 заказов, 294 мы выполнили, и 55 заказов у нас еще пока. Вот это наша как красная такая зона, мы на это обращаем внимание. И, конечно, плюсы, мы здесь с вами можем определить каналы снабжения, кто будут наши поставщики. Потом мы смотрим здесь, какой статус запроса, вот уже решено это все или находится на исполнении. Затем мы здесь тоже видим состояние нашего склада, как он находится, чего там не хватает. И, конечно, здесь уже мы это связываем тоже с тем, что мы видим в цене, насколько это выливается, какие у нас появляются затраты в этом случае. Хорошо, thank you. We can do later, в смысле, further. Is it, yeah, here, the total cost. Yeah, I talked about it because about total cost. Мы можем разделить это по вашим как местам расположения компании, какие будут, например, затраты на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по различным локациям и подразделениям. Спасибо, thank you. Thank you. И еще одна вещь, которая осталась, это управление персоналом, человеческими ресурсами. Я попросила наших коллег 2 слова буквально сказать об этом, потому что когда все-таки люди возвращаются, начинают возвращаться, они же не приходят все сразу к нам в офис, а они либо приходят как-то по подразделениям, либо по определенным командам, либо вы как-то их разделяете по категориям пользователей, потому что иногда у нас есть доступы, кто в какие помещения заходит. Поэтому здесь это тоже нужно нам все с вами уметь рассчитывать, потому что все эти люди должны находиться сейчас у нас в помещении с таким соблюдением, хотя это не очень такое социальная дистанция, просто они должны соблюдать дистанцию, когда они находятся в этих офисах. И когда мы это выполняем, то нужно нам смотреть, насколько офисное помещение позволяет это сделать. И сейчас вот то, что я вижу здесь, они разделяют офисные пространства. Если мы раньше с вами говорили про то, что пространства наши должны быть открытые офисные, сейчас мы говорим про то, что все наши офисы должны быть вертикально разделены, чтобы они были вот в таком случае, чтобы если люди не вертикально разделены перегородками, чтобы люди наши были немножко разделены друг от друга. Do you have something, Madhur, about workforce management? Some like pictures? Yes. Yes, we do have one use case, Natalia, for the workforce management as well, wherein it will be important for the respective HRs and the managers to plan their workforce to reduce the density in the office premises when they're planning to, as the people start coming to office. They will want to know that who should be allowed in the office space and distribute that space, because we have to maintain some social distancing at the workplaces as well. So it becomes necessary from those aspects. So here, when we talk about workforce management, the teams will be able to do the entire planning here as an admin or the facilities team. So they can do the plannings for the seating arrangements as per the plannings that we are doing in the workforce management. And here we can plan that which office location we are planning this for, who all employees we will be considering to come to office. It could be segregated in different ways, either by designation, team, or user level. And basis that, we will get the dependent field wherein we can select that, okay, which team we will be allowing or not allowing, and the respective engineering teams or IT teams, the marketing team. So I can select the respective time and define that for, supposedly I'm doing a planning for the next week. So I will say that this planning is for 17th of the August till
we are planning for 21st of August. So for this week, for the HR team, they will be visiting only on the alternate days, and that's how we will be planning that resources and the occupancies within the office. And we can quickly, basis all the plannings that we do, it can undergo an approval by the respective designated people. And we can have a quick look on different occupancies in the offices, where we can know that how's the daily occupancy for a month, or average weekly occupancies or a monthly occupancies average that we want to know, and quickly know that by each location, which team, what will be the occupancy percentages as per the local authorities that they have allowed in the current times. And by that same planning, we will also know the availability of different offices and the teams on any given day. Dates that we see in the report here. Yeah, so Natalia, this is the report that we will be having around the workforce and the occupancies tracking. Thank you. Уважаемые коллеги, вот мы видим здесь, как занимаются, как распределены наши люди, какие проценты в площадях они должны занимать. То есть это очень такой детальный отчет, который, конечно, если мы будем делать это с вами руками разрисовывать, мы, конечно, можем это сделать, но этот модуль позволяет это сделать вот так комплексно и с высокой степенью точности. Поэтому вот это тоже для нас, для HR, это очень важно. Что же, уважаемые коллеги, Madhur, thank you very much for your presentation. Thank you, the whole team from India. It's a Silicon Valley from India. Я очень благодарю и думаю, что наши слушатели сейчас зададут ряд вопросов, и мы постараемся на них ответить. Самое главное, что мы поняли, что такое можно делать и что такое существует, и что мы реально можем такое себе, я не могу сказать, что позволить, мы должны попробовать себе позволить, уважаемые коллеги, сделать это, потому что в первую очередь мы должны заботиться о безопасности своей собственной и своих работников. Поэтому, если у вас есть вопросы, вот я вижу вопросы, один, вопрос у нас есть. What's the price of this module, of this program, Madhur? But we, as I know, насколько я оповещена, мы просто как так решили, что мы не будем сегодня, потому что цена этого продукта очень серьезно зависит от того, сколько модулей приобретает компания. Вот то, что я вам показывала в самом начале, вот то, что мы с вами смотрели, ну, прежде всего, для того, чтобы уже завершить, я хочу несколько слайдов показать. Это я хочу показать, кто является представителем Республики Казахстан и Центральной Азии, для того, чтобы этот продукт посмотреть. Это компания, заключен договор с компанией SMHR, поэтому все контакты у вас остаются, все есть. Мы поместили в чате в нашем, поместили ссылку на то, что вы можете сделать заявку, если эта программа вас заинтересовала. Да, получить эту презентацию возможно, так что это все по запросу мы с вами сделаем. Это вот наши партнеры, наши коллеги, сами IT Software в Индии и в USA. Поэтому контакты, вы можете работать с этими контактами, вы можете задавать вопросы, но если вам легче задавать их через компанию SMHR, я думаю, что такая форма будет очень приемлема. Значит, что я хочу сказать по поводу цены. В зависимости от того, какой набор продуктов, как этот модуль будет сконструирован, какой будет у него дизайн, во-первых, этот модуль можно выполнить на русском языке сразу. То есть очень много языков, которые вы можете использовать. То есть не обязательно на русском, может быть, и на казахском. Я не знаю, если надо проверить, 180 языков, мне сказали, существует. Но что нам нужно знать? Продукт устроен так.
покупается подписка по количеству работников. То есть вы, когда будете решать и принимать решения, вот вы вернетесь, посмотрите, еще раз, может быть, послушаете эту презентацию, может быть, вам что-то там покажется интересным, вы выделите, зададите дополнительные вопросы. После этого, я думаю, мы вернемся еще раз и посмотрим, как может быть вот эта вот политика цены установлена для вашей конкретной организации в зависимости от того, как оформляется подписка. Подписка оформляется на одного человека, допустим, на 1 месяц, или на одного человека на 3 месяца, или подписка оформляется на полгода. Поэтому мы вот можем про это говорить сейчас с вами, и потом вернуться к этому вопросу по поводу цены. Но могу сразу сказать, мы не случайно показали вам этот продукт, потому что это стоит недорого для компании. Для компании этот инструмент недорогой, потому что есть намного дороже инструменты, которые это делают. Мы это сравнивали, именно поэтому вам это показывали. И считаем своим долгом, что это нужно вот как-то вам показать. Да, так что давайте еще посмотрим. Про цену я сказала. Madhur, the question was about the price, and I explained that the price depends on different factors, just the size of the company, or the time you sign for subscription. So I explain it. Yeah. So this is basically a cloud package solution which will be hosted on Azure platform, and the licenses are basically based on the number of employees that we have in the organization. Okay, and there are multiple slabs in which the pricings will be there. That there will be employee slab wherein we have up to 2,000 employees, and then 2,000 to 5,000. And 5,000 and above. So depending on what is a total employee strength for the respective employees in any of the organization, the respective slabs will be picked, and the pricings can be shared on case-to-case basis. And this is the entire the important key functionality that I would want to highlight here is for the solution that in the same solution that we are providing as a package solution on the cloud, the entire information, there are different components with respect to automations and the AI capabilities. We're leveraging all those things along with IT service management as a basic platform, and combined solution we are providing over the cloud. So it's a plug and play kind of a solution which can easily be quickly rolled out to the respective organizations. And depending on the requirements of the organization, if there's no much of the changes in the configurations, we can easily go live with the solution within anywhere between 5 to 10 days of time. Спасибо. Ну, то, что я кратко переведу, что Madhur сказал, что это облачная платформа, и то, что я уже сказала раньше, что это зависит от количества сотрудников, которые есть у вас в компании. И самое главное, что следующий шаг, это нужно обязательно разговаривать, вот HR должны разговаривать со своими компаниями, которые IT, занимаются IT, потому что без этого мы должны посмотреть, как эта платформа будет у вас интегрирована, насколько уже существует сейчас, если у вас система HR, информационная система в компании, насколько этот модуль, как мы говорим, встанет, и как он будет интегрирован в это, и как вы сможете с ним дальше работать. Но насколько вот то, что Madhur сказал, если вы уже решаете, что вы идете на этот проект, вы после всех разговоров и договоров по цене и прочее, компании SummitAI, им нужно от 6 до 10 дней для того, чтобы наладить вместе с вами, установить эту платформу. То есть они будут постоянно помогать, и это будет поддержка, и, как я понимаю, это входит в стоимость обслуживания. Поэтому, пожалуйста, еще вопросы, если они есть. Если у вас, вот я уже вижу заявки, мы немножко перебираем, но мы сегодня планировали, что мы потратим на этот вебинар 1,5 часа. Так что, если есть вопросы, пожалуйста, я вижу наших учеников, может быть, кто-то, как я уже сказала, презентацию отправим всем зарегистрировавшимся. И все, вот, по-моему, все вопросы. Еще, пожалуйста, если есть вопросы,
мы их зададим, я переведу. Может быть, кто-то что-то хочет прокомментировать, сказать. Уважаемые коллеги, не стесняйтесь. Если вопросов нет, и если все довольны, то мы будем заканчивать наш вебинар. Большое спасибо всем участникам за ваше внимание. Я думаю, что это будет шагом, новым шагом в развитии вот, и цифровизации. Мы все говорим, что мы хотим быть в цифре, но вот это один из шагов, когда мы будем в цифре, потому что иметь данные этого недостаточно. Нужно уметь эти данные обрабатывать, выбирать из этих данных самое ценное и использовать это в управлении своими предприятиями. И поэтому спасибо большое за внимание еще раз. Thank you very much, our Indian colleagues, for your nice, for perfect presentation. And it's a new view of the products for Kazakhstan territory. So we're happy to have you here. Thank you very much for we appreciate your attention to our region. I think we'll do something else in this area. Thank you. Yeah, thanks a lot, Natalia, and everyone for the time and arranging this particular session. Yeah, thank you. Thanks.